Там была такая, можно сказать, разруха, бегали какие-то курицы. В общем, не очень приятно. Представляете, открываете холодильник, а оттуда колбаса! В общем, пишут одно, а по факту вы получаете совсем другое. Всем привет! Я часто отдыхаю в отелях Турции, на все включено. И в этом году я побывала больше, чем в 10 разных резортах. Я сняла видео о том, какие из них понравились мне больше всего. И вы попросили меня рассказать о тех, которые были неудачными. Обычно турецкие отели мне очень нравятся, но в этом году были и такие, в которые мне бы не хотелось возвращаться. О них я сегодня вам расскажу. Первый отель, который мне не очень понравился, называется Акар. Это 4-звездочный отель, он находится в районе Оба в Алании, на второй линии от моря. Этот отель небольшой, и он городского типа. В нем хорошо отдыхать тем, кто любит просто закинуть вещи в отель и ездить куда-то по экскурсиям. Я такой отдых не люблю, поэтому, может быть, у меня немножко испортились о нем впечатления именно из-за этого. Но были и объективные минусы. Например, в номерах. В отеле Акар мне не очень понравились номера, потому что чувствовалось, что отель старый. Все было немножко таким пошарпанным, белье было не белоснежным, то есть видно, что он уже работает довольно давно. Еще мне не очень понравилось, что я отдыхала вне сезон, на улице было прохладно, но теплого одеяла не положили, предложили накрываться просто простынью. В шкафу я нашла пледы, и они, знаете, напоминали такие пледы из старых поездов, вот такие вот колючие, коричневые. Мне не захотелось ими пользоваться, поэтому я включила кондиционер, и мне пришлось спать с ним всю ночь. И было все равно довольно прохладно, был какой-то сухой воздух из-за этого. В общем, впечатление, конечно, испортилось. Можно было бы положить классное одеяло. Еще отель сэкономил на интернете. В нем платный Wi-Fi, и цены стартуют от 1 евро в час. Плюс там оказался платный сейф. Еще мне не очень понравился вид из окон. Из одного окна я видела море, это хорошо, а вот другое выходило на турецкие дворы, причем не самые благополучные. Там была такая, можно сказать, разруха, бегали какие-то курицы. В общем, не очень приятно. Один из важных моментов, который я тоже отметила, это маленькое количество еды. То есть она была не разнообразной. Каждый день готовили рис. Я прям знала, что когда бы я ни пришла, на обед или на ужин, первым будет стоять рис. Дальше будет курица в каком-нибудь виде, либо жареная, либо отварная. И рыба тоже в каком-то одном виде. Потом салатики, фрукты и немножко десертов, 5-6 штук. И как бы иногда что-то менялось, но основа всегда была одной и той же. Плюс во второй день, когда я отдыхала, попробовала десерты, и мне показалось, что они были вчерашними, потому что чизкейк был, прям как будто резиновый такой. В общем, готовят в целом вкусно, но все-таки хотелось бы побольше разнообразия и чтобы десерты подавали все-таки свежими. Еще в этом отеле по сравнению с другими маловато развлечений. Если вы, конечно, берете отель, чтобы ездить по экскурсиям или просто гулять по городу, то вы, наверное, этого не заметите. Но если вы хотите много времени проводить в отеле, то, пожалуй, вам будет скучно. Там есть бассейн, спа-комплекс, настольный теннис и дартс. И как бы на этом все. Еще есть бар, но он работает только в летний сезон. Я отдыхала вне сезона, поэтому он был закрыт. С развлечениями было туговато и на пляже, потому что бар там не работал. Вообще отелю принадлежит 2 пляжа, один из них платный, там нужно брать в аренду и шезлонги, и зонтики, второй бесплатный. Мест там, конечно, маловато, но в целом неплохо. Сам пляж мне тоже не очень понравился, потому что я вообще не очень люблю пляж в районе Оба и в соседних районах Алании. Там на входе есть плиты, и, например, если вы отдыхаете с маленькими детьми, то заход вам не понравится. На этих плитах можно поскользнуться, хотя они не сказать, чтобы очень опасные. Если вы нормально плаваете, то вообще никаких проблем не будет. Но есть в Алании пляжи и получше. Та же самая Клеопатра или в других районах, например, в Авсаларе. Или можно уехать вообще в Сиде, где пляжи просто идеальные с пологим заходом. А еще мне не понравилось, что в этом отеле нет пляжных полотенец, даже за деньги. То есть, если вы отдыхаете в высокий сезон, когда вы хотите купаться, вам придется везти с собой еще и полотенце. В номерах полотенца есть, с этим все нормально, но вот пляжных не дают. Полотенца из номеров на пляж выносить нельзя. Но несмотря на все минусы, я бы не сказала, что это прям плохой отель. У него очень много хороших отзывов, именно поэтому я в него и поехала. Плюс он достаточно дешевый. Цены стартуют от 2000 за ночь, на все включено вне сезон. Мне кажется, это очень классная цена, особенно для тех, кто собирается вот так вот приехать ненадолго и много гулять по городу или ездить по окрестностям.
отелем. Это достаточно хороший городской отель, в котором, я думаю, что в сезон, может быть, будет более оживленно, более интересно, и еды, наверное, будет больше. Когда отдыхала я, там было очень мало людей, и я думаю, что просто не готовили лишней еды, чтобы ее потом не выбрасывать. Тем не менее, сюда возвращаться я не хочу, и даже в сезон я не буду проверять, стал ли он лучше. Если вы отдыхали в этом отеле, поделитесь в комментариях, понравился ли он вам. Мне интересно, как там высокий сезон. Следующий отель, в который я бы не хотела возвращаться, это Сихер Сан Палас, 5-звездочный отель в Сиде. Я отдыхала в нем в августе, в самый разгар сезона. Отель был заполнен на 100%. Я поехала в этот отель, потому что он очень популярный и у него много отзывов. Причем отзывы обычно не нейтральные, они либо хорошие, люди пишут, что они всегда отдыхают в этом отеле, любят его и возвращаются. А другие пишут, что отпуск был испорчен и они никогда больше не вернутся в этот отель и никому его не советуют. Мне стало любопытно, и я поехала в него прям в разгар сезона, чтобы посмотреть, какой он на самом деле. И у меня осталось такое противоречивое мнение о нем. Мне показалось, что отель как будто бы продают. То есть раньше он был хорошим, а потом владелец подумал, ну все, мне он больше не нужен, и персонал перестал стараться, владельцы тоже перестали что-то делать для отеля, как будто бы, ну, он доработает свое, мы его закроем, переделаем, перепродадим, и все будет по-другому. Может быть, это не так, я не знаю, но такое чувство, что все просто расслабились и отпустили вообще все дела в отеле на самотек. Отель Сихер построен в 2011 году, и мне показалось, что номера с тех пор ни разу не обновляли. Они были достаточно пошарпанные, в них такая старенькая мебель, но исключение это техника, например, телевизоры или в лобби там техника тоже все новенькая. Но мебель, полотенца, постельное белье выглядят достаточно такими уже пошарпанными, использованными несколько раз. В общем, мне это не сильно понравилось. Еще мне не очень понравилось, как убираются в этом отеле. В отзывах я читала, что уборщицы даже не замечают каких-то очевидных пятен на тумбочках или на столах, просто как будто мимо проходит и все. А у меня была такая непонятная ситуация, когда я заселилась в номер, открыла холодильник и почувствовала резкий запах такой колбасы. Я сначала даже поискала там колбасу, подумала, может быть, мне положили какой-то подарок или что-то такое. Но нет, конечно, колбасы там не было, просто, видимо, запах решили не выветривать, или он там уже застоялся, не знаю. Со временем он как-то улетучился, но первое впечатление, представляете, открываете холодильник, а оттуда колбаса! Ну, как-то мне сразу не понравилось. Еще в этом отеле платный сейф, я не люблю, когда на этом экономят. Но спасибо, что хотя бы бесплатный Wi-Fi, причем работал он хорошо. И еще один из минусов номеров, это близко расположенные друг к другу балконы. То есть я выходила на балкон и видела, что происходит у соседей. Я специально не заглядывала, но просто так получалось, что я разворачиваюсь и как бы их вижу. Тоже не очень приятно. Еще мне не понравилось, что отель немножко обманывает туристов, потому что в описании написано, что он стоит на первой линии, но по факту он находится на третьей. Просто отели сети Сихер расположены на одной большой территории, и первый из них, в котором живете не вы, он стоит действительно на первой линии, а вы живете на третьей. До моря идти минут 10, но дорога не самая приятная, она как бы нормальная, но местами попахивает и не очень чисто. Мне бы не хотелось гулять по ней слишком часто. Пляж у отеля Сихер хороший, широкий, там много шезлонгов, есть бар, он мне понравился, но в отзывах часто пишут, что рядом есть река, которая мешает купаться и что от нее пахнет. Я предпочитала просто отходить подальше и не проверять это на себе, поэтому купаться мне было комфортно. Большой плюс Турции в том, что все пляжи общие и никто вам не запрещает купаться на пляже других отелей. Просто вы не можете пользоваться их шезлонгами, барами и всем остальным, но купаться можете где угодно. А еще этот отель сэкономил на замене полотенец. Пляжные полотенца дают бесплатно, а вот чтобы их поменять, нужно заплатить. Мне это не очень понравилось. Вернемся к плохой уборке. Она касается не только номеров, убирают плохо и в ресторанах. Пару раз я приходила и видела, что на столах остались крошки, и крошки были и на полу. Мне не очень приятно есть в такой
атмосфере. Плюс несколько раз я доставала тарелки, туристы их сейчас берут самостоятельно, и я видела, что они недостаточно чистые. Мне приходилось брать другую, она снова была грязной, я брала третью, она снова была грязной, и только из другой стопки я находила там чистую тарелку. То есть не с первого раза ты попадешь на чистую кружку, на чистую тарелку. Это, конечно, сразу отталкивает, вообще не хочется есть в этом ресторане. Но готовили там вкусно, и выбор был достаточно неплохой, хотя блюда частенько повторялись, но все равно всегда было что поесть. И фруктов было много, и десертов было много. Питание тут в целом неплохое. Но все-таки мне не понравилось, что отель снова обманывает туристов и еще в одном моменте. В концепции «Ультра все включено» в отеле Сехер прописано, что у вас будут бесплатные фреши и импортный алкоголь. По факту нигде этого не было. Я подошла на ресепшн и спросила, а где это искать? На меня так удивленно посмотрели, как будто я прошу вообще что-то сверхъестественное. В общем, пишут одно, а по факту вы получаете совсем другое. Конечно, это неприятно. Но плюсы в этом отеле, конечно, тоже были. На его территории много развлечений, классная анимация, большой бассейн. Мне понравился спа-комплекс, там бесплатный хамам и сауна, классный пляж. И вообще он находится в таком хорошем месте. Курорт Сиде — это просто находка для тех, кто любит гулять, отдыхать. В целом отель неплохой. Я бы не стала вам его советовать, но и не стану вас отговаривать. Но сама я в этот отель второй раз, конечно, не поеду. Следующий отель в моей подборке — Xperia Sarai Beach 4 звезды. Он находится в Алании на самом красивом пляже, на Клеопатре. Его хвалят за классное расположение, и вообще у него очень много позитивных отзывов. Этот отель входит в топ-20 лучших отелей Алании. Конечно, мне было интересно в нем побывать. Цены там достаточно высокие, они сопоставимы с ценами на отдых в пятизвездочных резортах, например, в Сиде или во Всаларе. Мне стало интересно, почему отель без территории, просто какой-то маленький, компактненький, стоит столько же, сколько классные резорты, в которых я уже была. И поэтому я в него поехала. Я ни в коем случае не хочу назвать этот отель плохим. Я уверена, что он понравится многим. Но лично мне он не совсем понравился. Точнее, я бы не хотела вернуться в него еще раз. Мне кажется, что цена на него завышена. За те же деньги я бы лучше отдохнула в другом отеле. Это, конечно, субъективные моменты, но я о них вам расскажу. Во-первых, в этом отеле очень маленькая территория. Из развлечений только бассейн и бар. Есть спа-комплекс, но это первый отель, в котором он платный. По крайней мере, первый на моем опыте. Я хотела сходить в хамам или в сауну, и оказалось, что за это нужно платить. Обычно в турецких отелях такого не бывает. Номера в отеле Xperia очень хорошие, современные, новые, но было несколько моментов, которые мне не очень понравились. Это платный сейф, который я не люблю, и очень узкий балкон. Я на нем с трудом помещалась, я просто стояла на нем как бы вот так, впритык, и на нем даже не походить, и вообще просто ты выходишь на балкон, чтобы посмотреть на улицу, больше у него функций нет. Также мне не понравилось, что со своего балкона я смотрела не на море, хотя чуть-чуть его было видно, смотрела я на соседний отель. В городских отелях Алании вообще есть такая проблема, они очень плотно друг к другу построены. Мне очень повезло, что я отдыхала вне сезон, и соседний отель был закрыт, а иначе мне бы было очень некомфортно и не совсем приятно, что другие люди могут заглянуть ко мне в окно. Конечно, я в этом тоже виновата, потому что я взяла такой номер, можно было выбрать номер с видом на море, но тогда цена была бы, наверное, вдвое выше, и мне не хотелось вне сезон настолько переплачивать. Но если вы к этому готовы, то, конечно, никаких проблем не будет. Еще мне не очень понравилось, как организовано питание в отеле Xperia. Вообще кормили там хорошо, выбор блюд был разнообразный, все было очень вкусно, и персонал там хороший, но минус в том, что шведскую линию отодвинули и поставили заграждение. И мне приходилось вот так вот просто как с биноклем высматривать, что же там такое приготовили. Хорошо, что персонал все время подсказывал, когда я спрашивала, что это
такое. Но знайте, что если у вас плохое зрение, то вам будет не очень удобно кушать в этом отеле. И еще один субъективный минус — это пляж Клеопатра. Это не самый мой любимый пляж. Он, конечно, красивый. Водичка голубая, белоснежный песочек, рядом скалы, зелень. Он просто живописнейший, но купаться на нем не всегда очень удобно. На входе есть плиты, на которых я всегда очень боюсь поскользнуться, и еще на пляже часто бывают волны, поэтому купаться можно здесь далеко не каждый день. В Алании есть гораздо более классные пляжи, на которых спокойненько всегда, очень чисто, очень красиво и очень удобно. Например, в районах Авсалар и Инджикум. Я делала большой обзор лучших пляжей Алании, ссылочку я вам оставлю, обязательно посмотрите, и вы убедитесь, насколько они классные. В целом отель мне все равно понравился, и я согласна со всеми хорошими отзывами, которые о нем пишут. Но сама второй раз я бы в него не поехала, потому что мне кажется, что цена на этот отель все равно завышена. За те же деньги можно отдохнуть на все включено в классной пятерке, например, в Сиде. Поэтому я выберу свой любимый курорт и отель поинтереснее. Если у вас есть свой антирейтинг отелей Турции, пожалуйста, поделитесь им в комментариях. Я думаю, это будет полезно не только мне, но и всем, кто это прочитает, и так мы поможем друг другу. Так что обязательно пишите. Поддержите меня лайком, если вам интересны обзоры отелей Турции. И обязательно подпишитесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков. Пока!